Приветствую вас, дорогие мои. Согласитесь, что вся наша жизнь состоит из спадов и подъемов. Кто не сталкивался с такими проблемами, как нехватка денег, проблемы на работе, проблемы в семье, с детьми, со здоровьем, потеря близких. К сожалению, вот это все нас сопровождает так или иначе на протяжении всей жизни. И плюс ко всему, конечно, наслаивается и добавляет красок современной реалии, то, что происходит вокруг. И, в общем, у многих, конечно, психика очень сильно страдает и не справляется. То есть, конечно, у любого нормального человека на вот все вот эти неприятности, на все эти беды возникает эмоциональный ответ. И это нормальная реакция. Это грусть, печаль, тоска. Но, вы знаете, у некоторых ко всем вот этим эмоциям присоединяется еще такое очень опасное состояние, как состояние тревожности. И вот если вы уже почувствовали, что вы находитесь в этом состоянии тревожности, то вот с этим надо срочно что-то делать, потому что оно чем опасно. Вот это состояние тревожности, если запустить и ничего не предпринять, оно со временем может трансформироваться в депрессию, в панические атаки, в фобии, в неврозы. То есть и вот это все уже будет гораздо сложнее вылечить, понимаете, и избавиться. Гораздо проще предупредить вот это вот все появление и именно помочь себе выйти из этого тревожного состояния. Я ни разу не психолог и не психотерапевт, и не врач. Сразу же хочу, так сказать, уверена, у многих возникнут вопросы. Я просто через все это проходила сама. У меня было все. У меня была работа с психотерапевтом очень длительная. У меня даже был прием лекарственных препаратов. Это было давно, но это имело место в моей жизни. И вы знаете, в какой-то момент я поняла, потому что, вы понимаете, я человек вообще такой с подвижной психикой. Я очень склонна именно вот к тревожным состояниям. Для меня это, вообще триггером может послужить что угодно. А когда вот это такой слоеный пирог сейчас вокруг, понимаете, то есть это... Если бы я не работала, если бы я не делала и не предпринимала ничего, наверное, я бы так и сидела на таблетках. Просто, знаете, в один прекрасный момент я поняла, что, первое, я не могу пожизненно ходить к психотерапевту как на работу. Просто, не могу. У меня нет ни средств, ни сил, ни желания. И, естественно, я не могу пить постоянно лекарственные препараты, потому что все эти лекарственные препараты, они действуют до тех пор, пока ты их принимаешь. Как только ты перестаешь их принимать, накрывает по новой. И вот, понимаете, произошло в моей голове какое-то переосознание, щелчок. Я начала погружаться в эту проблему, я начала ее изучать, смотреть и искать те способы, которые помогут мне. И вы знаете, на сегодняшний день у меня есть два проверенных способа, которые действительно мне помогают. И когда я чувствую, что меня начинает опять накрывать волной, я, один из этих пунктов я выполняю постоянно, что, в принципе, сократило количество вот этих вот накрытий меня. А второй пункт я присоединяю именно тогда, когда я чувствую, что не справляюсь, что мне первого пункта недостаточно. Вот эти два пункта я сегодня вам озвучу и расскажу, чем я себе помогаю. И первый пункт, девочки, как бы ни звучал он заезженно, обыденно, плоско, но тем не менее физическая активность. Да. Дело в том, что наш мозг способен вырабатывать такие психоактивные вещества, как эндорфины. А эндорфины – это эликсир, грубо говоря, радости для нашего организма. Это счастье, это покой, это гармония. И чем больше их продуцируется в нашем организме, тем мы спокойнее. Это как естественный буфер против стресса. Так вот, эти эндорфины мозг особенно сильно вырабатывает в момент занятия какой-то физической активностью, спортом. Понимаете, я все понимаю, на фоне вот этого тревожного состояния порой присоединяются, кроме психосоматики, уже какие-то физические моменты. Вам кажется, что у вас голова кружится, у вас там тахикардия, вам кажется, что вы чем-то смертельно больны, и занятия спортом, они только все еще ухудшат, понимаете, ваше состояние. Девочки, это психосоматика, это в голове проблемы. Здесь надо просто себя перебороть. И просто через силу, начиная с малых нагрузок, естественно, начинать
подключать физическую активность в свою жизнь. Начните с малого. Начните хотя бы ходить больше и дольше. Ездите на маршрутке, выходите на остановку раньше, идите пешком. Я не знаю, живете там на каком-то этаже, не пользуйтесь лифтом, поднимайтесь пешком. Или, допустим, дома вы разговариваете по телефону, вы не сидите в этот момент, вы просто ходите. Вот понимаете, вот с таких мелочей начните, заставьте себя, и вы почувствуете со временем, что вам становится легче. Потому что наш мозг именно во время занятия спортом, какой-то физической активностью особенно сильно начинает вырабатывать вот эти самые эндорфины. В моей жизни занятия спортом присутствуют уже последние несколько лет на регулярной основе. Для себя я выделила два таких направления – это йога и плавание. Ну, плавание у меня, к сожалению, постоянно не получается, но йогой я занимаюсь каждый день. Понимаете, йога, наверное, почему? Потому что там еще входят дыхательные практики, которые также способствуют улучшению вот этого тревожного состояния, выхода из этого состояния, да, снятию стресса. Там есть специальные направления в йоге именно против стресса. Ну, в общем, мне нравится. Гибкость тела как-то улучшается, вообще состояние такое шикарное. Ну и плавание, что я буду объяснять, тоже очень хорошо воздействует. Я знаю, что у некоторых людей, к сожалению, сейчас не хватит денег на покупку абонемента в тот же бассейн или в тот же фитнес-зал. Все это дорого. Понимаете? А есть люди, которые могли бы купить, но не покупают и не ходят. А вы знаете почему? А потому что просто стесняются. Я знаю таких людей. Им не нравится, что на них будут смотреть. Им не нравится, что там их будут как-то оценивать. Так вот, для этих людей, первая, вторая группа, да и для всех остальных сейчас можно найти очень неплохие онлайн-площадки для занятия любым совершенно видом спорта, на любой вкус. Я вам уже говорила, что я занимаюсь на площадке FitStars. Это площадка, на мой взгляд, уникальная. Для меня она подходит идеально. Здесь более чем 1500 тренировок, более чем по 100 программам. Можно выбрать абсолютно любое направление. Любое. Похудение, пожалуйста, гибкость, я не знаю, там гантели, резинки, и даже для детишек есть. У меня, когда приходит внучка, она всегда с удовольствием занимается, и ей нравится, то есть я ей включаю, и вот она прям там прыгает. Я, конечно, занимаюсь йогой с Лесей Белусяк, я уже рассказывала, мне очень нравится, как тренер она. Вы знаете, здесь нет ничего какого-то сверхъестественного, здесь нет, как я называю это, камасутры, здесь все очень просто, доступно, но при этом невероятно эффективно. Я занимаюсь каждый день, девочки, подчеркиваю. Пускай это будет 15-20 минут, но каждый день. У меня как крылья вырастают, понимаете, после занятий. Сейчас я уже подключила еще занятия, там есть направление с резинками, вот, но не каждый день, а йога каждый день, и прям не могу, очень мне нравится. Смотрите, здесь еще на площадке есть очень такая интересный раздел, как правильное питание. Ведь согласитесь, не знаю, как вы, я вечно ломаю голову, что приготовить, из чего приготовить. Здесь уже готовые рецепты расписаны, пожалуйста, покупай и делай с расчетом калорий, в общем, с пользой, все понятно. И плюс ко всему, конечно, здесь есть очень интересные курсы. Это и правильное дыхание, это и здоровая спина. Даже есть косметология и тейпирование, девочки. Да, кстати, очень много полезной информации я почерпнула именно отсюда. Так вот, смотрите, если сейчас оформить безлимитную подписку и ввести вот промокод, который я вам оставлю под видео, во-первых, будет скидочка 70%. И вот этот безлимитный абонемент обойдется всего лишь в 6990 рублей. Но это безлимит, это навсегда. И плюс ко всему вот такие вот плюшки Beauty Июль с FitStars за 5 тренировок. Это гайд рацион питания на неделю. За 10 тренировок бесплатный доступ на 30 дней в женский клуб Ольги Дерендеевой. За 15 это New Beauty Box. А за 20 тренировок есть возможность выиграть один из 10 телевизоров. Девочки, по-моему, очень заманчивое предложение. Это все, что касается физической активности. Девочки, еще раз умоляю, просто умоляю и призываю вас, начинайте заниматься, начинайте потихонечку. Но вы увидите, как вам станет легче. Это не пустые слова, правда, помогает.
Так, и второй пункт, да, о котором я тоже хотела вам сегодня рассказать. Когда я чувствую, что меня накрывает, то есть в отличие, если спортом я занимаюсь на постоянной основе, то вот этот пункт я, так сказать, прибегаю к нему, когда чувствую необходимость. Это прием такого витамина, ну точнее не витамина, это витаминоподобное вещество, инозит или инозитол. Ну, иногда его называют витамином В8, потому что он очень похож на витамины этой группы. Понимаете, в чем дело? Это вещество, давайте будем называть его витамином, все-таки витамин В8. Он прежде всего шикарно работает с нервной системой. Там, понимаете, на клеточном уровне он отвечает за передачу импульсов, ну, то есть погружаться в эту тему зачем? Он работает как природный антидепрессант. И даже во врачебной практике многие доктора назначают в комплексной терапии вот этот инозит или инозитол, иначе, ну, правда, конечно, в гораздо более больших, серьезных дозировках для лечения таких серьезных неврологических нарушений. Я, естественно, пью стандартные дозы, я пью БАД. Сейчас много БАДов можно найти с инозитом, с инозитолом, и как отдельно, так и в совокупности там, с другими компонентами. У меня, например, вот этот холин и инозитол. Холин тоже очень прекрасно работает. Это тоже витаминоподобное вещество, или, опять же, витамин В4. Ну, о нем я, наверное, расскажу потом. Ну, вот смотрите, а инозитол, я говорю, это как природный антидепрессант. Отпускает. Вы знаете, отпускает сразу же. Вот такое состояние, знаете, как будто бы вот смотришь иногда в телефон, а экран грязного телефона. Вот ты его протираешь, да, там тряпочкой, ой, и сразу же видишь, боже мой, какие яркие краски, и все хорошо читается. Вот так и здесь. Такое ощущение, что я как экран жизни протирается у меня, и я прям все по-другому начинаю видеть. То есть явно дефицит присутствует периодически у меня вот этого витаминоподобного вещества. Но помимо нервной системы, что он прекрасно работает и с пищеварением, он прекрасно работает с печенью, потому что, являясь шикарным антиоксидантом природным, он защищает от токсинов, от воздействия, то есть берет на себя удар, восстанавливает клетки печени. Также он еще очень неплохо работает, да, хотела сказать, что больше всего инозитола содержится у нас в слезной жидкости. И вот инозитол, инозит, он очень благотворно влияет на состояние наших глаз, на зрительную функцию, на состояние нашего хрусталика, сетчатки. Так что тоже имейте в виду. Ну и плюс ко всему инозитол еще очень хорошо влияет на обмен веществ. Да. Он ускоряет его, соответственно, и применяется, я знаю, многими как добавка для снижения веса. Если рассматривать продукты питания, то больше всего инозитола содержится в орехах, в бобовых, в изюме, в капусте, в кунжутном масле. Значит, смотрите, вы это все можете погуглить и найти, естественно. Но, опять же, здесь все зависит от состояния вашего пищеварительного тракта. Если у вас там все нарушено, то, соответственно, с продуктами питания этот инозитол будет усваиваться в крайне маленьких дозах. И явно будет дефицит. То есть, если вы уверены, что у вас пищеварительный тракт работает как швейцарские часы, значит, вам беспокоиться не о чем. У вас совершенно спокойно все будет восполняться с продуктами питания. Если есть какие-то проблемы, то задумайтесь о приеме дополнительном вот этого БАДа. Еще раз говорю, все мои видео относительно БАДов, относительно витаминов, они не являются рекомендацией. Я не врач, еще раз говорю. Я говорю о том, что помогает мне. Я просто как бы информирую вас о том, что есть тот или иной витамин, тот или иной БАД, а дальше уже каждый из вас принимает решение сам. То есть можно погуглить, можно почитать отзывы, можно посоветоваться с врачом, пожалуйста. Вот. Но я, по крайней мере, до вас эту информацию донесла. Все. Вот два вот этих простых совершенно действия, два пункта мне, девочки, реально помогают очень быстро выходить из состояния любой степени тревожности. Сейчас я не могу сказать, что я, конечно, прямо как буддийский монах всегда спокойна. Нет. Безусловно, есть какие-то всплески, всегда есть какие-то эмоциональные у меня моменты, но такого затяжного состояния, какого-то полудепрессивного, как это было у меня еще буквально несколько лет назад, сейчас у меня такого уже нет и
не бывает. Потому что, я говорю, прежде всего, еще раз говорю, девочки, физическая активность. Все. Надеюсь, видео для вас было сегодня информативным. Спасибо, что посмотрели. Сегодня я с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.